Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот и пришла опять осень, и настало время для вязания теплых шапочек для осени, для зимы. Вот такую шапочку предлагают в этом сезоне нам связать дизайнеры модного дома Брунелло Кучинелли. В оригинале шапочка связана из кашемира. И в принципе ничего в ней сложного нету. Единственное, очень красивая макушечка. Поэтому я попробовала с ней разобраться и покажу вам, как это вяжется. Вот смотрите, я связала сама уже такую шапочку. Вот, вязала я ее из шерсти, не из кашемира. А у меня вот такая была пряжа. Значит, 75% шерсти и 25% полиамида. И в клубочке в 50 граммах 210 метров. Вязала я спицами 3 миллиметра, набирала наборный край. И 3,5 все основное изделие. Вот посмотрите, какая у меня макушечка получилась. Я думаю, что она... Я угадала 100%, попала, да, вот как у них связано. Очень красиво, да? Такая необычная макушечка. И, значит, я покажу вам, как это вяжется. Единственное, перед тем, как вы будете набирать петли, значит, здесь очень важно, что количество петель должно быть 128. Чтобы получить вот такую красивую макушку, чтобы равномерно все это спускать, количество петель должно быть 128. Поэтому я тоже делала в обратном порядке. Я посчитала, что, значит, 128 петель, это у меня должно быть 55 сантиметров. Естественно, значит, она получается в обратном порядке, что в 10 сантиметрах должно быть 23 петли. И вот я связала образцы и немножко поиграла с плотностью спицами. И вот у меня получилось, что спицами 3,5 миллиметра получается нужная плотность. Значит, еще раз повторяю, что у меня пряжа 50 грамм 210 метров, и вяжу я в 2 ниточки. Обратите внимание, что я вяжу в 2 ниточки. Поэтому, значит, как набирать ряд, наборный ряд делать и вязать резинку 2 на 2. Здесь, я думаю, ничего сложного нет. Есть много вариантов, как набирать петельки. Я набирала итальянским способом, без дополнительной нитки, да? Вот. И, значит, чтобы начать вязать макушку, до макушечки мы должны провязать 25 сантиметров. До того места, как мы начнем спускать, мы с вами вяжем 25 сантиметров. Итак, как вяжется вот такая вот макушечка, да? Сейчас мы с вами вместе ее свяжем, я покажу, как это делается, да? Значит, у нас на спицах 128 петель. Естественно, 1/4 часть, это у нас получается 32 петли. Значит, что я делаю? Я начинаю от начала ряда, вот у меня 2 лицевых, я отмечаю, вешу маркеры каждые 32 петли, то есть 8 групп лицевая изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это первая группа. Начинается следующая группа. Опять вешу маркеры лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий маркер вешаю. Итак, я вешаю 4 маркера от начала ряда. Вот у меня... Значит, начинается ряд у меня с 2 лицевых, висят первые маркеры. И вот первый спуск мы будем делать посередине, между этими 2 маркерами, посередине. Вот 1, 2, 3. Вот это лицевая петелька, то есть 2 лицевых петли, первые. Вот здесь мы начнем делать первый спуск. Мы будем спускать, значит, дорожка останется лицевых вместе, а вот эти 2 изнаночные, которые рядышком, вот эти по 2 пары, мы будем их сейчас спускать. И как это делается, я вам сейчас покажу. Для этого понадобится еще дополнительные 2 пары спиц. Значит, мы сейчас что делаем? Мы берем, вяжем, продолжаем вязать. Так, у меня упало 1, 2. Наш ряд до первых 2 изнаночек, которые мы должны будем спустить. Значит, вот сейчас вот эту часть я провяжу обыкновенно, да, как мы вязали нашу резиночку. Так.
И вот я подошла к тем петлям, которые нам надо спускать. Значит, вот эта косичка, которая у нас будет идти посерединке. Вот эти 2 изнаночные и вот эти 2 изнаночные мы сейчас должны будем спустить. Для этого что мы делаем? Значит, первые 2 петли, которые я должна спустить, я переснимаю на дополнительную спицу. Следующую косичку нашу, которая будет оставаться все время, я переснимаю на рабочую спицу, которая у меня справа. Эти петли убежали. Здесь вот немножко надо аккуратно, но это не так много нам придется спускать, поэтому вы сейчас поймете смысл, да? И следующие 2 изнаночные, которые нам тоже надо спустить, я их тоже переношу на дополнительную спицу. А вот эти 2 петли, которые я перенесла на рабочую спицу, да, я их сейчас возвращаю назад. И что у меня получилось? Вот сзади у меня 4 петли, которые мы должны будем спустить. Вот они у меня на 2 спицах. 2 первые и 2 вторые. И я вот эти 2 спицы вот так вот как бы соединяю сейчас вместе. Вот просто кладу их вместе. И видите, у меня петли по 4 петли. И теперь мы начинаем спускать. Вот это у нас ниточка. Вот петли, которые мы закончили, мы связали. И теперь что мы делаем? Я ввожу спицу в первую петлю косички, которая у нас должна остаться. Потом смотрю следующая спица, которая у меня лежит. Подхватываю еще одну петельку на второй спице. И еще одну петельку на третьей спице. Вот видите, у меня сейчас вот как бы я вставила спицу в 3 петли. И вот эти все 3 петли я должна провязать вместе. Очень аккуратненько смотрите. Вот смотрите. Вот в первую петлю я провязала. Спускаю ее. Через вторую петлю я протянула. Опять спускаю ее. И выхожу на нашу косичку. И тоже спускаю ее. Вот мы одну петлю провязали. И теперь делаем опять. Ввожу в основную косичку. В петлю на первой спице, петлю на второй спице и начинаю провязывать по очереди. Вот первую петлю я провязала, спица уже уходит, вторую петлю я провязала, спица уходит, и третью петельку я провязала. Вот все, мы сделали наш спуск. Посмотрите, вот у нас получилась ровная косичка, а изнаночных петель больше нет. У нас получается 6 лицевых петель друг за другом, да? Вот видите, все получилось очень здорово. Теперь дальше мы вяжем следующую спуску, да? Опять спуск будет между 2 этими маркерами. Опять я ищу эту косичку. Раз, два, 3. Вот она. Вот здесь это будет идти посерединке. И вот эти 2 пары изнаночных петель мы должны с вами спустить. Значит, что я делаю? Мы опять довязываем туда. Спокойно доходим до этого места, где нам надо будет спустить петли. Я вам покажу сейчас еще разик, как это делается. Вот, я подошла к этому месту, где мне надо будет спускать. Видите, вот эта косичка должна остаться посерединке, а вот эти 2 пары изнаночных петель мы должны с вами спустить. Значит, что мы делаем опять? Опять я беру дополнительную спицу. Вот эти 2 изнаночные я переснимаю и спицу увожу как бы назад. Потом я переснимаю нашу косичку на основную спицу, на правую. Беру вторую дополнительную и следующие изнаночные петельки переснимаю. И опять завожу как бы назад. А вот эти основные петли, 2, я переснимаю опять назад на левую спицу. Все. И теперь мы начинаем спуск. Я ввожу спицу в первую лицевую петлю, потом в первую петлю на первой спице и в первую петлю на второй спице. Вот у меня 3 петельки сняты вместе. И начинаю поэтапно потихонечку провязывать.
одну петлю провязала, спускаем, вторую провязала, спускаем и третью провязала, спускаем. Все, одну петельку мы сократили. Теперь опять сюда ввожу в основную, раз, потом во вторую спицу и в третью спицу, и поэтапно провязываю. Одну петлю провязала, спица убирается, вторую провязала, спица убирается, и третью провязала, спица убирается. Вот мы еще один спуск сделали. Так мы делаем еще 2 спуска по кругу, и когда мы эти еще 2 спуска сделаем, мы опять с вами встретимся. Так, первый спуск мы сделали. Вот посмотрите, у меня здесь сейчас идут 3 пары лицевых петель рядышком. И сейчас мы должны спустить еще вот эти 2 лицевых, которые идут от косички. Значит, вот это наша косичка основная, вот это лицевые 2, и здесь лицевые. Мы эти 2 тоже должны спустить, потому что вот смотрите, здесь спуск идет, вот сразу мы должны убрать и изнаночные, и лицевые. Значит, делается это аналогично. Единственное, что мы будем спускать сейчас, у нас уже не изнаночные, а лицевые петли, да? В общем, смотрите, мы сейчас довязываем начинаем вязать новый ряд, доходим до наших вот этих 6 петель, которые подряд лицевые. Сейчас их уже легко определить. Вот они, вот мы дошли. У нас 6 лицевых петель подряд. Мы опять берем 2 первые лицевые, переснимаем на одну спицу, потом основную дорожку переснимаю на основную спицу, и еще одна дополнительная спица, следующую пару лицевых петель я тоже переснимаю. Теперь возвращаю нашу дорожку назад на основную спицу, на левую, и начинаем с вами спускать. Так, опять так же самое. Я ввожу сначала в основную лицевую, которая остается дорожка. Ой, не надо спускать, извините, неправильно я сделала. Спускать не надо. Я, значит, просто ввожу в спицу, в петельку, потом в петельку на второй спице ввожу и в петельку на третьей спице, и начинаю потихоньку провязывать. Вот одну я провязала с дальней спицы петлю, потом со второй, опять ее можно, эту петельку, спустить, и третью. Все, и тоже можно спустить. Вот мы одну петельку связали, и опять вторую ввожу в лицевую на основной спице, в лицевую на второй спице и на третьей спице, и начинаю по каждую петельку провязывать. Значит, дальнюю спицу провязала, вторую спицу провязала, и на основной спице тоже провязала. Вот я сократила еще, посмотрите, как красиво получается. Так мы должны сделать все 4 раза. Ну вот смотрите, первый спуск мы уже с вами сделали. Мы спустили сначала по 2 изнаночных, теперь по 2 лицевых, и вот у нас получилось вот такое красивое место, да? Теперь дальше, вот смотрите, значит, один раз мы спустили, теперь дальше мы вяжем просто по кругу 6 рядов. После того, как мы свяжем 6 рядов, мы делаем еще раз такой же спуск. Опять в 2 рядах. Сначала изнаночные, потом лицевые. Потом провязываем еще 6 рядов и делаем еще один раз такой спуск. Третий. В общем, у нас должно быть получиться 1, 2, 3 спуска. Значит, раз спуск 6 рядов, второй спуск 6 рядов и третий спуск. И вот когда вот третий раз вы провяжете, сделаете вот полностью спуск, мы с вами встретимся. Ну вот смотрите, что у нас получается. Вот мы сделали по 3 спуска 4 раза, да, с каждой стороны по 2 раза. И у нас на спицах осталось по 16 петель. Значит, 2 раза по 16. На одной спице 16 и на другой спице 16. И теперь нам надо спустить еще. Вот видите, посерединке у нас вот тоже осталась как бы вот лицевая косичка с 2 петель. И по обе стороны еще 2
одна пара с изнаночными и другая пара с изнаночными. Вот эти две нам тоже надо еще сократить. Потому что здесь мы только что сокращали. Если мы еще третью сокращение сюда сделаем, будет очень толсто здесь, да? Поэтому мы должны сократить теперь вот эту часть. Также один раз убрать вот эти пары по 2 изнаночные петли. Для этого что мы сделаем? Да? Вот здесь у нас получается как бы на стыке ряда. Мы начинается с лицевой, с 2 лицевых, 2 изнаночные здесь и 2 изнаночные у нас как бы вот на другой спице. Для этого мы что сделаем? Я сейчас вытащу вот эту спицу, вернусь как бы назад, и вот эти 2 петельки, которые мы провязали в последнем ряду, мы вот эти 2 сейчас распустим. Вот. И у нас теперь получится, что вот эти все 6 петель, которые нам надо вместе связать, они у нас находятся вот сейчас на одной спице. И теперь будем также закрывать вот эти петельки. Значит, я вот вытаскиваю спицы, и мы начинаем. Значит, 2 изнаночные я снимаю на дополнительную спицу, переношу. 2 лицевых я снимаю на основную спицу. Еще одну дополнительную спицу снимаю, еще 2 изнаночных. Ну, все так же, как мы делали, да? И переношу 2 лицевые обратно. И мы теперь опять вводим в лицевую, потом в первую петлю на первой дополнительной спице, в первую петлю на второй дополнительной спице и провязываем одну петельку, вторую петельку и с основной спицы. Так, провязали, и еще раз то же самое через 3 петли. Все, вот мы сократили. Здесь изнаночные как бы между нашими сокращениями, да? Вот чтобы у нас вот здесь вот посерединке тоже вот эти 2 изнаночные петли ушли. Вот наше сокращение, и у нас в итоге окажется, значит, 1, 2, 3, сколько у нас тут получается косичек на макушке, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по 2 петли. Значит, давайте сейчас вот так вот довяжем еще вот этот ряд и закроем петельки, которые находятся между нашими сокращениями, там где мы делали сокращение, да? Вот смотрите, вот я дошла, и опять вот посерединке мы должны убрать 2 пары вот этих изнаночных, и так 4 раза. Ну вот наша шапочка, можно считать, готова. У нас осталось на спицах 16 петель, 8 и 8. Теперь что мы делаем? Мы этот хвостик можем сейчас обрезать. Берем иголочку с ней, всовываем сюда наш хвостик, и эти петли мы все должны закрывать. И закрывать мы начинаем с той петли, которую мы только что провязали, потому что если мы начнем сюда выводить иголку и потянем, у нас вот все петли распустятся. Поэтому начинаем с этой стороны. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваемся. И вот эти, вторую половинку, тоже 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Вот наша макушечка готова. Мы сейчас вот это затянем. Вот видите, эту петель хорошо затягиваем и закрепляем. Еще раз эти
петлю можно протянуть. И вот нашу макушечку мы хорошо закрепляем. Иголку с ниточкой вытягиваем наизнанку. Там ее опять хорошо закрепляем и сможем обрезать, да? И вот такая у нас получилась шапочка. Вот отворот. Какой хотите высоты, мы делаем отворот. Вот, посмотрите, какая красота получилась, да? Единственное, что, конечно, сейчас мы должны это все постирать. Вот эту начальную нитку, где она у нас, вот тут тоже мы хвостик запрячем. И если вы хотите, также можете какую-то, вот я нашиваю здесь такие вот просто у меня как бы эмблемочки ко всем своим изделиям нашиваю. И вот такая мягенькая шапочка у вас получится после стирки, да? Вот это немножко она жестковато, но потому что еще не стирана. Ушло у меня на эту шапочку чуть больше, чем 100 грамм. У меня было 2 моточка по 50 грамм, и ушло чуть-чуть больше, чем по моточку, да? Ну вот, если вам понравилась вот эта шапочка, и было все понятно, я вам постаралась понятно объяснить. Вот такая красивая макушечка, которую нам предлагает Брунелло Кучинелли. Пожалуйста, пользуйтесь моим мастер-классом, я буду очень рада, если вы сможете связать такую шапочку по моему мастер-классу. Значит, я не зря для вас работала. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.